Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы расширим свое понимание в if-else. Ранее мы уже с вами говорили про то, что есть такой оператор, как if-else, который позволяет проверять нам что-либо с помощью условия. Ну, то есть, если условие true, отрабатывает тело if, если условие false, отрабатывает тело else. Но это не все. Есть еще один промежуточный оператор. Чтобы его понять, я сразу сделаю небольшой пример в виде задачки. Например, у меня есть переменная typeUser, и нам нужно узнать, какой тип пользователя. Например, если он админ, вывести hi, если он босс welcome, client hello client. Для начала я буду писать самый обыкновенный if, где я буду проверять нашу переменную со словом клиент. И если условие будет true, то я в консоль выведу соответствующее приветствие. В данном случае hello client. И вот тут возникает вопрос, а как прописать еще одну проверку? И для этого нам поможет специальное промежуточное условие else if. Именно в такой комбинации, именно else с самого начала, а потом if. После чего я могу поставить дужки и внутрь написать новое условие. Ну, например, typeUser равняется boss. И если это правда, то мы в консоли выведем welcome. Эта конструкция работает таким образом. Если условие здесь дало true, отрабатывает тело if и все. В общем, логика останавливается. Но если вот это условие дало false, у нас будет сравниваться условие ниже, которое написано в else if. И если уже это условие дает true, то отрабатывает тело else if. По задаче мне нужно проверить еще один тип пользователя – админа. И для этого я допишу еще один else if. Но здесь я буду проверять уже нашего админа. Условий else if может быть сколько угодно. Сколько вам нужно, столько и пишите. Все они будут работать последовательно. Ну то есть, если это true, работает тело. Если это false, идем дальше. И то же самое правило. Тут true, работает тело. Если все же тут false, и идем дальше, проверяем уже это. Ну, сверху вниз последовательно получается. Хотелось бы добавить еще пару вещей. Else if вы можете добавлять столько, сколько хотите. Хоть 100, хоть 200. Ограничений нет. Второе. Вся эта конструкция работает сверху вниз. Ну, то есть, что написано выше, то и будет с самого начала сравниваться. Но если первое условие дало false, логика идет сразу к следующему else if и проверяет его. Также, если мне нужно, я могу в конце добавить else и обработать ситуацию, когда typeUser равняется чему-то нам неизвестному. Например, в консоль выведу error в таком случае. Вообще, с помощью таких последовательных условий мы можем делать очень разнообразную логику. Чтобы закрепить это, давайте сделаем небольшую задачку. Я заранее сделал в HTML небольшую верстку. Вот она. И также в JavaScript все подключил, ну что мне потребуется. И придал кликабельность кнопке. Вот. Например, по нашей задаче мы хотим узнать, находится ли вводимое нами число в промежутке между нулем и сотней. Начну с того, что в самой функции получу то самое вводимое число в наше поле ввода. Для этого использую value и не забываем все это преобразовать в число. Ну что ж, начнем писать условия. Если вводимое число больше сотни, то это значит, что я вывожу в наш дивчик ошибку и говорю то, что это число
не входит в диапазон между нулем и сотней. Визуально это будет выглядеть вот так вот. Error mo 100. Идем дальше. Теперь я хочу добавить промежуточное условие с проверкой на то, меньше ли наше вводимое число, чем 0. Я сделаю вот так вот. То есть, если 0 больше, то это ошибка. И я тогда могу вывести тоже там error 0, например. Все, что мне осталось для решения, это вывести else, где я скажу, что все окей, наше число, оно подходит к диапазону между нулем и сотней, и я увижу слово good. Давайте проверим. Введу 120, нажму error, окей. Минус 44, также ошибка, но другая. А теперь число, которое подходит диапазону. Ну, 25, например. Отлично. Чтобы еще лучше закрепить это промежуточное условие, я добавлю еще две проверки, где проверю, равняется ли наше вводимое число 7 или 3. Для этого мне между else и else нужно добавить еще одно условие. Вот так. И уже внутрь этих скобок я добавлю v3 равно 7. И если равняется 7, ну давайте я в консоли выведу слово save. Сразу добавлю еще одно условие с проверкой на тройку. Это вот так вот будет выглядеть. И я в консоли, точнее в дивчик выведу free. Проверим нами написанный код. Введу 7, save, тройку, free. Какую-то читабельную цифру в диапазоне. Good. Отлично. Как мы можем заметить, этих промежуточных условий у нас может быть ну очень много. Все зависит от того, какую логику мы пишем. По такой же концепции я бы мог написать логику, например, с проверкой возраста от 18 до 70, ну и так далее. Логики мы будем писать все больше и больше. Так что очень скоро вы сможете писать собственные программы и проверки. Это не так сложно. И скоро вы всему научитесь. Еще пару уроков, и я начну добавлять небольшие мини-проекты, чтобы мы закрепляли все знания на примере реальных проектов. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.